Что-то, по-моему, похоже очень на лосиные следы. Да, наконец-то весна пришла. Подхожу к землянке. Вон она уже виднеется. Буквально 100 метров до нее осталось. А по лесу пока шел, уже во многих местах снега нету. И голый грунт, земля. Кое-где даже травка пробивается зелененькая. Ну и, как обычно, чем ближе к землянке, тем чаще начинается снег. Опять пошел снег. Только что было солнце. Подхожу сюда опять. Начинает идти снег. Ветер гуляет по соснам. В общем, лес и природа меня встречают. Так, вроде бы все в порядке, но тетрадь я здесь точно не оставлял. Привет, Алексей. Я снова посетил твою землянку транзитом. Пошел доделывать и разбирать свое зимнее убежище из пленки. Тайная комната очень впечатлила. Лови сувенир. Офигеть. Ну, я как бы не силен в раскопках, в археологии, я не знаю даже, что это. Надеюсь, эта землянка простоит столько же, сколько этот аммонит лежал в земле. Ну вот, это аммонит. Илья, тайные тропы. Да, вот это сюрприз очередной. Я знаю, что Илья очень увлекается археологическими раскопками, постоянно что-то ищет и постоянно что-то находит, самое главное. И я уверен, что вот этот аммонит является для него ценным экземпляром. Поэтому, Илья, спасибо тебе большое за этот презент. Фух, да, это хорошо. Гости приходят, землянку кто-то постоянно навещает. Там брат, Илья, Дима, Андрей Вездеходов, еще кто-то. Ну, много людей уже здесь побывало. Это хорошо, это радует, это приятно. Кактус, как вы видели, живой, здоровый, все с ним в порядке. Если можно о растении вообще так говорить, что живой, здоровый. Цветет и пахнет, в общем.
Я прям как знал, взял сегодня и лопату, и тент. Ну, честно говоря, когда я сюда шел, я не был уверен на 100%, что снег уже настолько растаял. Ну, как видите, все очень быстро происходит. Самое главное, что у меня были небольшие подтеки внутри, на стыке двух вот этих вот помещений. Ну, как вы помните, зимой я соединил, честно говоря, тяп-ляп, то есть наспех. Сейчас я сделаю общий тент и на ту, и на эту крышу. И сделаю наклон сюда, чтобы вода по тенту стекала в эту сторону. Совсем другой вид. Вот теперь я доволен, потому что когда я пришел сюда изначально, первое впечатление было такое удручающее. Неохота было ничего делать и вообще здесь находиться, как-то это неуютно. Еще вот этот вот бардак сейчас около землянки уберу. Разбросаны дрова, какие-то щепки. Блин, ну мусора вроде как нету, но вид все равно какой-то неприглядный. Представляете, всего пару часов назад здесь была весенняя погода в лесу. Я шел по лесу, было тепло, наслаждался первыми появившимися проплешинами земли от растаявшего снега. Даже кое-где уже начинает пробиваться травка. Я этот момент успел поймать, увидеть. Пришел сюда, к землянке, и она меня встретила холодно и нерадостно. Какой-то мусор был разбросан, лежали дрова, всякие щепки непонятные, даже строительный мусор был мной найден. Ну и песок, естественно, да, на втором помещении осел, и крыша второго помещения практически полностью оголилась. И весь антураж, вся атмосфера самой землянки, именно подземной, потерялся. А сейчас, немного поработав, я вижу, что получаю результат, которого хотел добиться. Сейчас мне здесь приятно находиться.
Пошел снег. Пожалуй, затоплю печку. Батюшки. А вот и у меня мышка завелась. За тем опорным столбом. Прям только что хвостик увидел мышки. Прикольно. А вот, собственно, и моя проблема, о которой я особо не говорил до этого. Где-то здесь, в этом углу, у меня течет вода. Но, блин, минус всего этого процесса в том, что здесь может, во-первых, начать все гнить рано или поздно, да, а во-вторых, может появиться и плесень, которой у меня пока, слава богу, нет. Вот этого я и опасаюсь. Ну, в общем, как-то надо с этим бороться. Ну, а пока поставлю здесь лампу. Пусть она горит. И все равно какую-никакую, а температуру она нагнетает. Немножко подсушивать помещение будет. Как говорится, утро вечера мудренее. Пожалуй, я лучше сейчас приготовлю поесть. Приготовить я хотел пирожки с луком и с яйцом. Ну а завтра заведу будильник часов на 7, например, да? И с 7 до 9, я думаю, за 2 часа управлюсь. Мне в баню много досок-то и не надо. Не буду пороть горячку. Спокойно сейчас прогрею землянку. Все здесь просушу. Для приготовления пирожков с луком с яйцами мне понадобится, естественно, яйца, естественно, лук. Конечно же, тесто и мука. В первую очередь ставлю яйца на огонь. Их нужно отварить вкрутую. Потом режу лук зеленый, чищу яйца, режу яйца и уже сами пирожки леплю.
Запах вареных яиц у меня всегда ассоциируется с поездом и с поездкой куда-нибудь. А дед мой всегда яйца бил об лоб. Вот так вот. Так, надо еще оставить для пирожков. Все, пожалуй, пора ставить их в печь. Вот сколько им надо пирожкам. Такой раскаленной печи, фиг его знает. Я думаю, прям буквально минуты 4-5. Вкуснятина. Завтра по плану у меня сделать пол во втором помещении. И заодно попробую еще заняться тайником. Как вы помните, я схрон делал напротив входа, напротив лестницы в землянку. А хотелось бы сделать еще одну заначку внутри. Ну, там инструмент какой-нибудь сложить. Да и так по мелочи. Спрятал 2 пирожка от мышей. А то найдут мои неприкосновенные запасы и съедят. А у меня на завтра из еды только 2 пирожка и банка сгущенки. А планирую я пробыть до часов 4. То есть почти весь день. Да, давно такого чувства спокойствия не было, когда просыпаешься утром. Обычно все куда-то надо бежать, торопиться. Не, ну сегодня тоже нужно идти пилить доски. Но тем не менее, есть возможность насладиться прекрасным утром. За окном солнышко светит. Погода сегодня, по всей видимости, будет теплая. Я так думаю, градусов 10 точно должно быть тепла. Ну, ветер, правда, да, небольшой есть. Но это не страшно. Самое главное, что светит солнце, оно всегда добавляет каких-то ярких красок в наши серые будни.
Да, вид, конечно, просто невероятный какой-то. Фух, отлично. Знаете, я никогда не хотел на себя примерять роль учителя, но хочу сказать следующее. Если вдруг когда-нибудь будете работать с бензопилой, обязательно надевайте очки. Вот сейчас, когда я равнял доски, прям вот такая щепка отлетела в левый глаз. Представляете, если бы у меня не было очков? Ну, как минимум, была бы травма глаза, а возможно даже и потеря. У меня так у отца друг его глаз потерял. Блин, офигеть, конечно. Каждая доска 25-30 сантиметров шириной. И, по-моему, мне даже будет достаточно. Я вот так примерно прикинул, сложил их ширину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 или 7 досок, где-то еще одна. Блин, мне и хватит для того, чтобы постелить пол в маленькой комнатушке моей. Сейчас я еще хочу напилить доски для схрона. Да, погодка сегодня просто прелестная. Солнышко прям тепленькое, уже такое по-горячему, по-весеннему горячее. Аж заговариваюсь от изменений в погоде. Ну и от наслаждения ей. Супер. Снегом опять, правда, все завалило. Ночью снег шел всю ночь. И уже земли толком и не видно. Ну вон там есть проплешины небольшие. Да. Но солнце прям правда горячее. Впору хоть раздевайся.
Да. Давно я под ногами не слышал хруста веток, травы, каких-то кустарников. Давно забытые ощущения, скажем так. Но скоро все здесь станет зеленым. Как вы помните, у меня здесь папоротник начнет расти очень обильно. Блин, будет красиво, конечно. Единственное, здесь портит вид вот эти вот обожженные поваленные деревья. Раз, два, три, то есть тут их много. Но с другой стороны травой зарастет, и их и видно не будет. Ну, либо их вообще напилить все и куда-нибудь сложить до следующей зимы, к примеру, да? А уже по осени прийти и чурбачки уже напилить и дрова наколоть. Блин, и там что ли дерево упало? Да, но там мелкие поваленные деревья. Ладно. Пойдемте делать короб для схрона. Мне нужно сделать короб с внутренними размерами 40 на 40, чтобы туда помещался мой вот этот контейнер пластиковый, ну и чтобы еще что-то я мог там сложить сверху. Глубина у меня почти 70 сантиметров его. На мой взгляд, этого более чем достаточно будет.
Вроде проветрилось. В прошлый раз, кстати говоря, когда я под дымоход выпиливал отверстие бензопилой там внутри, ну, я понимал, что я могу там задохнуться, да, естественно, я все окна открыл. Ну, открыл там окно, открыл здесь дверь. Но немножко не уследил за собой, то есть я что-то увлекся, начал пилить, пилю. Потом раз, резко пилу останавливаю, чувствую как-то уже это не очень хорошо. Выбежал сюда и немного так, ну, даже в глазах потемнело, то есть вот так вот раз уже сижу, чуть в обморок не упал. Ну, сегодня я уже учел прошлую ошибку, и поэтому пилю 20 секунд, выбегаю сюда. Ну, либо в то окошко дышу, как вы сами видели. Фух. Честно говоря, я думал, все будет намного проще. Провозился. Обалдеть, время 1:30. Успеть бы полы сделать, я же до 4 часов сегодня здесь. Мне к 6 часам ребенка нужно вести на занятия. И, соответственно, еще нужно собрать вещи и добраться до города. А это часа 1,5 по-любому. Впритык прям успею. Поэтому надо ускоряться сейчас и делать полы быстрее.
Отлично. Так, ну теперь... ну в принципе я могу полы дальше доделать, а лючок уже сделаю потом в самом конце. Да, не буду отвлекаться пока на него. Да, не удается быстро сделать тайник, схрон. Немного бензопилой поработал, выхожу, проветриваю сюда. Вот здесь, кстати, и не пахнет даже. А вот там очень плохо выветривается почему-то, я не знаю. Смотрю, за окном как будто бы лето прям. Вот если бы, не знать, что на дворе апрель месяц, лето. Все зеленое. И снега не видно вообще, ни грамма. Видимо, это уже ностальгия по теплым дням. Недолго осталось. Совсем недолго. Апрель, май, а там уже и июнь будет. Отлично. Конечно, тяжело назвать это каким-то тайником. По одной простой причине, что его очень легко видно снаружи, да, за счет петель. Но с другой стороны, не страшно. Во-первых, нужно для начала попасть в тайную комнату, а потом уже увидеть вот этот тайник тоже. Можно, кстати, его накрыть, не ковриком, а я не знаю чем. Обалдеть. Фух, вот это тайничок. Схрон. Я, считай, положил вещи все, какие у меня были, основные. И он даже на половину не заполнен. Что бы еще туда положить? Банные принадлежности. О, гвозди еще мелкие даже есть, оказывается.
Я думаю, можно, наверное, организовать какой-то небольшой запас еды здесь. Такой, которую никто не сможет съесть. Ну, в смысле, из мышей, я про это речь веду. Люди пусть едят, не жалко. В каких-то железных банках, может быть, пару банок тушенки купить. Ну вот, брат мне тогда приносил плов, консервы. Вот что-нибудь типа такого. А можно, кстати, и сухой паёк армейский взять. Но единственное, срок годности у них ограничен. И вот то, что последний раз я брал сухой паёк, он был там буквально на 2-3 месяца. Все. И срок годности выходил. Какой-то такой долгосрочный найти бы, там с запасом на год вперед. И всегда была бы еда здесь. Все в этом месте прекрасно. Отличный лес. Разнообразный. И дубы, и клен есть, и сосна, и березы. Отличное место в плане расположения. То есть вокруг меня относительно густой лес. Ну, относительно. А конкретно здесь полянка. Там холм. Я скрыт за холмом. С той стороны тоже у меня холм и овраг. То есть, в принципе, обнаружить ее, ну, довольно-таки тяжело. Хотя она не так далеко находится от людей, как хотелось бы. Но ко всем преимуществам моей землянки стоит сказать о самом главном недостатке. Это об отсутствии воды. Да, здесь есть река. До нее идти, ну, примерно 1,5 километра. Вроде бы недалеко. Но вот там спуск, вот такой вот наклон. Потом обратно подниматься, ну, просто не захочется. Я думаю, наверняка кто-то из вас имеет дачу, либо вообще имеет какой-то опыт по сбору дождевой воды. Давайте обсудим в комментариях, попробуем решить эту проблему. Ну, у меня какая идея есть? Найти какой-то карстовый овраг, карстовую яму, воронку, да, подровнять ее, усилить бревнами со всех сторон, как колодец будет. Там 2 на 2 метра, туда застелить пленку и с 2, там, с 3 сторон постелить тенты под наклоном, чтобы вода стекала туда, да. Соответственно, когда идут дожди, вся эта вода будет там собираться, то есть такой накопитель водяной. Но проблема в другом, как бы она не превратилась в болото, эта вода. Может быть, ее чем-то накрывать. То есть, уходя, накрывать какой-то пленкой, да, как вариант. Давайте подумаем, обсудим в комментариях. Все-таки я хочу здесь решить эту проблему с водой. Пусть ее будет мало, но чтобы она была. Спасибо, что посмотрели мое видео. Очень плодотворно удалось поработать. Я пойду потихонечку домой. А вам желаю здоровья и мирного неба над головой. Это был канал Лесной Строитель. До новых встреч. Пока-пока.